Город, в котором нет правителя-тирана. Однако это не помешает нам от него избавиться. Ух ты, добрый солдат. Классная броня, здоровяк. Можно мне примерить? Ха-ха, наша броня подойдет и данианам вроде тебя. Только сперва подрасти. Я буду стараться, вырасту большим и сильным, обещаю. Какое подозрительно идеальное общество, таких не бывает. Всегда найдется недовольный. Everyone walking the streets looks so calm and happy. I guess it really is true they don't treat Danans as slaves here. Did they actually somehow achieve equality here? And if they did, why? To what end? Something here doesn't feel right, even though they sure want to act like it does. What is going through that Lord Dohalim's mind, I wonder? Уж с этими поговорить, они вроде как не по сюжету. Наконец-то мы здесь. Висинт, столица края, настоящий рай. Вы в порядке? Я сейчас кого-нибудь позову. Чем счастливее место, тем темнее его тайны. Эй, стражник, ты разве не должен сторожить? Не знаю, из каких ты краев, но здесь, в Минансии, все мирно. Маловероятно, что у нас случится что-то ужасное. Ну да, благодаря лорду жизнь у всех у нас хорошая. Вот видишь, и в любом случае здесь не только мы же, есть и другие стражники. Мир не рухнет, если я немного расслаблюсь. И тем не менее, в городе так спокойно именно благодаря тому, что здесь триньянские солдаты. Ребятня на вас всех молится, так что, пожалуй, не рушьте их иллюзии, ладно? А ты мастак, говорит приятель. Ладно, последний глоточек. Прям-таки утопия. Так, и тут сова где-то есть. Так, куда мне сейчас гонять? Так, вон звездочка. Ну, наверное, в первую очередь надо по звездам сходить. И поквестить. Насколько я понимаю, вы путешественники. Прекрасно, что вы сюда заглянули. Вы бровью не повели, увидев нас вместе, а между тем среди нас есть ренянин. Удивлены? Думаю, вряд ли такую картину можно часто увидеть в других краях Даны, но здесь, в Висинте, это дело обычное. Эй, мы хотим попасть во дворец. Мы правильно идем? Да, совершенно. Хотя, судя по вашему виду, я бы сказала, что вам скорее нужны тренировочные плацы. Тренировочные плацы, говорите? Это что же, какая-нибудь арена, где люди убивают друг друга на потеху публики? Нет, ничего подобного. Никаких таких ужасов. Тренировочные плацы, она и есть тренировочные плацы. Но что правда, то правда. В прежние годы это было жуткое место. Рабам приходилось драться там и друг с другом, и со свирепыми зоглами. Но когда к власти пришел наш нынешний правитель, лорд Дахалим, он немедленно положил конец этим чудовищным увеселениям. Это ренянский-то лорд? Плацы переоборудовали, и теперь это просто место для тренировок. Так его теперь и называют. В первую очередь они предназначены для стражи Эль-Минансии, но вход открыт для всех желающих. Для всех? Даже для даниан? Конечно, как по мне, эта арена слишком тяжелое испытание, но если вы хотите отточить свои навыки, рекомендую туда заглянуть. Типа арена. Дед, этот лорд, наверное, ест младенцев. Только так они могут выжить. Вы ведь с тракта пришли, да? На этого не наткнулись случаем по дороге? Кого этого? Я программного зогла, который парит в небе, но временами пикирует и нападает не только на людей, но и других зоглов. Даже на зоглов? О таком не каждый день услышишь. Ага, вообще странное дело. Даже местным воякам он не по зубам. И я в награду за него объявил, чтобы заинтересовать народ, но все только руками разводят. Посмотрим, что мы можем сделать. Я думаю, он опять блин уровень 46-го.
Мы как раз то им и займемся. Мы точно как-нибудь избавим вас от него. Думаете, у вас получится? По вам, конечно, видно, что знаете, с какого конца за меч держаться, но... Справимся, не волнуйся. У нас как раз есть мастер подстреливания летающих зоглов. Чуть ли не с закрытыми глазами. Ты про Шион? Не думаю, что она обрадуется, что ты ее подписал на это. Ну, раз считаете, что справитесь, я только рад. Вы его найдете в небе над Траслидийским трактом. Обычно он сам не нападает. Если заметит какую-нибудь заварушку, то тут же бросается в бой. То есть единственный способ привлечь его внимание — это сразиться с другими зоглами. Именно. Он мало того, что вредитель, так еще и умный, зараза. Ну тогда мы пошли. Про награду только не забудь. Конечно, раз обещал, то все будет. Хорошей охоты. Я схожу на арену. Сейчас только это, в городе разберусь. Отмена. Обычно квесты, которые типа на сильных зоглов, они реально сильные. В основном, конечно, своим уровнем. О, сундук со свининой. Неужели все эти люди приехали сюда? Папа говорит, что людям раньше приходилось таскать много тяжелых и опасных штуковин. Что-то не верится, чтобы тут творилось прям такое. Еще один труп. Эй, ты как? Погоди-ка. Не тот ли ты гурман, с которым мы встречались? А, привет тебе, пылающий меч. Мы с тобой в последний раз виделись в Теслодии. И, конечно же, я хочу есть. Опять? Лоу, дай ему тех грибов, что мы только что собрали. Да тебе никакая наука не впрок. Что за поганые грибы ты мне хочешь в глотку затолкать? Не знаю, нормальные грибы, по-моему. Мне бы твою безрассудную храбрость, дружище. А вообще, это не имеет значения. Я прибыл в Висинт по важному делу. Проведя тщательное расследование и все разнюхав, я добыл секретнейший рецепт из самого дворца. Вот только ингредиенты у меня кончились. Нельзя ли вас снова попросить достать то, что мне нужно? Погоди-ка. Что ты нам говорил насчет разнюхать? Сначала ты мне ответь. Ты мясо любишь? Да, еще бы. Кто же его не любит? Ну так вот, рецепт, который я стащил, не что иное, как рагу из говядины. Первоклассное блюдо, в котором главное как раз мясо. Так значит, ты все же украл рецепт. И что с того? Кому какое дело? Так что скажешь, достанешь то, что мне нужно, или нет? Альфред, я не сомневаюсь, что он нарушил закон. Он просто достал рецепт дворцового блюда. Не думаю, что это делает его преступником. Вот именно, я просто воспользовался тем, чему он научился у глаз гадюки в Теслодии во имя высокого кулинарного искусства. Он это сейчас серьезно? Мне нужны мясо и картофель, а еще грибы и помидоры. Сможешь их найти? Окей. Ладно, мы принесем тебе ингредиенты. Насколько я понял, где-то тут в Эль-Доминансе есть ферма. Посмотри, что там найдется. Если ты знаешь про эту ферму, почему сам туда не заглянешь? Ну, я-то не смогу удрать потом с краденой коровы, верно? Ты что, просишь нас корову украсть? Шучу, дружище. Просто я такой голодный, что далеко не уйду. Поторопитесь там. Че, говядина у меня, наверное, есть, картошки нет. Ну, блин, поди найду где-нибудь. Why are we humoring this old man again? Because there's no way I'm passing up a top secret palace recipe, okay? There's a surprise. Ух ты, что он, оказывается, любит готовить. Так, куда это ведет? Поди не пусть ступенек, но мы попробуем. Она в принципе не активна. Так, теперь с этой стороны. Странно на карте. А, это не квест. Интересно, что это на мне надето? Хотите верьте, хотите нет, но я купила это сама.
Мы, Даниане, теперь получаем достойную плату за свою работу. И все это благодаря лорду Дахалиму. I still can't believe I'm seeing Danins and Renans getting along. You never know. It could all be an act on orders from the Renans. Так это, скорее всего, Рена. Ну ладно. По идее, я все звездочки собрал. Тренировочный плац для всех. So these are the training grounds. The atmosphere here feels different compared to the rest of Vисинт. It's just a nicer name for a place where people go to fight. So? Добро пожаловать, мы рады всем желающим потренироваться. Любому, кто хочет стать сильнее. Групповой бой, одиночный бой. Начально сложная тренировка Альфин. Награды. Острый мегаклык. Попробуем начальный, мало ли там. 25 уровень. Блин, таких монстров. Блин, а кстати, кто меня лечить-то будет? Я ж теперь один. И как мне этого, кстати, краба пробивать? Если у меня этого нету. Вообще, технически я могу лечиться едой. А, не. Уже не могу. Все союзники погибли. Окей. Попробую групповой. Малый денежный приз. Серебряный жетон 2 штуки. Странно, почему лечилок не было? Или там в принципе не запрещено? Если бы я знал... О, нифига себе, 30... начальный бой 32 уровень. Не жирно ли? Это вообще уровень-то какой? В общем, куда меньше, чем 32 это... Да, они нас с одного удара убили. Не, нам сюда типа рано. Хотя бой еще не окончен, а раз мы живы, мы должны сражаться. Еще, кстати, блин, бронированные все. Один удар и труп. У меня, кстати, довольно-таки много желе. Если что, он не убьют, а его уже убили. Ладно, и без вариантов. Простите, у нас не докач. Че, некоторые из моих животных полностью чего? Так, задание. Получше познакомиться с городом. Еще с кем-то поговорить надо. Сходить куда-нибудь. Типа, допустим, сюда. Дверь надежно закрыта. Так, что у нас по карте? Значит, сюда нельзя. Сюда попробую сходить. У тебя раз на карте не видно цели, значит, она где-то в соседней зоне. Персиковое железо где только не растет. И на цветах, и на деревьях. А, ну вот. Проверить, как эти работают в шахте. Да. Stay sharp. We're going in. I'm sorry. I'm not feeling well today. Да, я видел. Ну, блин. Как я могу повлиять на это решение? Примерно никак. И к чему мне по этому поводу переживать?
Кроме того, настроить DNS я сам могу, сам у себя. And it seems like the soldiers are there to actually protect them. Не то чтобы это большая проблема. I don't get it. How can it be like this? Боятся интернета, вот и перекрывает его. Значит, им есть чего бояться. Не такая уж она и монолитная, какой хочет казаться. Это жалкая власть стариков. Halt! I presume you're Alphin, of Orbis Calaglia? I'm Captain Kisara of the Eldermenencia Guard. Just Kisara? No last name would make you a Danon. So it does. Is that a problem? The guard. Wait, so you're saying the Lord of Eldermenencia has Danons protecting him? In this country, Danon guardsmen aren't unusual. Everyone who enlists does so of their own free will. She sounds like she's serious, Alphin. That makes no sense. Don't your people remember 7 years ago? Wouldn't you be grateful if you were finally allowed to live as a free person? And for my part, there is no greater honor than being chosen to serve His Excellency, Lord Dohalim. I feel no shame. But all of that aside, I came seeking you, Alphin, at Lord Dohalim's behest. He wishes an audience with you. With us? Indeed. He awaits you at Autolina Palace. That is, if you choose to accept. I am here only as a messenger, not a kidnapper. Your reply? All right. We'll meet your lord. Very well. I shall return and deliver your acceptance. Please don't keep him waiting too long. Before you go, what lies beyond this point? A quarry manned by Danon laborers. Nothing else? There's a Danon medical facility for the severely ill at the back. However, for sanitation reasons, it's kept off limits, even to guardsmen. That was odd. Why do you think this Dohalim would want to see us? It's probably a trap. Still, they already know we're here. Not like we can start being stealthy now. We might as well listen to what he has to say. Hey, are you Вот не пойму игру. Значит, на анимацию лиц у них лиц денег не было, но на анимацию жопу у этой стражницы деньги были. Приоритеты, блин. Они знали, как их расставить. Совершенно неподозрительная дверь, куда никого не пускает. Я думаю, там страшные тайны какие-то. Мы, видимо, туда еще вернемся. Там лорд и ест людей. Хух. Так, встретиться во дворце. На эту большую площадь. Дворец, так дворец, так. Впереди находится Геланский лес. Патрули там не ходят, так что в лесу очень опасно, советую держаться подальше. А мы тебе и не спрашивали, что ты нам советуешь. Мы и сами справимся, поняли? Поняли или не поняли? Наверное, не поняли. I guess that towering structure at the center is the palace. You think it's dangerous to go inside? It's not a question of danger. We're going inside regardless. So, Ждет. do any of you know anything about Lord Dohalim? I think I remember hearing something back in Sislodan about how he fights using a rod. A rod? I don't know the details, but from what I gather, he swings a long rod around and uses it to stab and smack people from afar. I think there's also something he does with, like, trees or grass or something? I forget. Grass? Bear in mind that Eldermenencia harvests Earth astral energy. It would be no surprise for him to have some sort of control over plants. So basically the point is we know nothing about the guy.
Wish we weren't going in completely blind. I just don't get it. The Danans have endured years of suffering. How could they just turn around and trust the Renans all of a sudden? Yeah, I've been wondering the same thing. But I guess they must have a pretty good reason, right? Like what? What could erase 300 years of pain and suffering? Maybe it's precisely because they suffered for so long that they see Dohalim as something of a savior. Hey, whose side are you on here, Alphen? Relax, Rinwell. All I'm saying is that we shouldn't jump to assumptions about these people until we know more about the situation. I just don't get it. That Kisara woman. She sounded pretty smug about serving Dohalim, didn't she? She still has a Renan for a boss. How is that any different from being a slave? Renan society is a meritocracy. To us, it's seen as natural that those who sit at the top rule over the rest. It's the same old wall as the rest of Dana at the end of the day, just with a different coat of paint. I guess it can change people's attitudes if they can at least serve someone they respect. But they're still being deceived. It's obvious that's what's happening. On the one hand, her loyalty really did seem to be genuine. But on the other hand, Calaglia had its fair share of Danans who just accepted Renan rule because it was all they'd ever known. With that in mind, it can be hard to tell if her loyalty truly came about on its own, or if it's just the result of years of subjugation. Who knows? It might clear some things up if we hear what Dohalim has to say. Yeah, you're right. Let's make our way to the palace. Hey, Снова ты. После того, как мы разошлись, пришла срочная петиция от городских жителей. Лорд Дахалим в данный момент ей занимается, поэтому тебе придется подождать, пока он не закончит с делами. Когда все будет готово, я тебя проведу. Сорвался, побежал. Истинный лорд. Pretty fancy place they got here. There's no way this isn't a trap. your guests, my lord. Thank you, Kisara. You're the wielder of the blazing sword, the liberator of Calaglia. You do dress humbly for someone of such grandeur. But where are my manners? I am the ruler of Elda Menencia. I'm Lord Dohalim Ilkaris. If you know who we are, then you know how strange it is to invite us into your palace. I thought I'd clear up your misconceptions before things could escalate. What do you say? You did come here to defeat me, did you not? Perhaps, and what if we did? Are you planning to fight us here? I don't think that will be necessary. After all, I imagine you've taken in a fair amount of Vисинт by this point. Have you come across even one slave being abused? Soldiers killing for sport? Suffering of any form? I would hazard that you have not. For I have liberated Menencia from its suffering and brought joy to its people. But if these results are not enough to stay your sword, I commend you for your boldness, but it won't work on me. Still, your would-be assassination cannot go unpunished. Alphen! Fair enough. Allow me to host you for dinner. We shall continue our talk then. Kelzelik, Yes, my lord. please escort our guests if you would be so kind. As you wish, sire.
That's what you get for being so careless. What I get? What were you thinking attacking him on your own? What are you upset about? Our whole goal is supposed to be overthrowing the lords. Remember? He could have been hurt. And it wouldn't have been the first time either. What's gotten into you? Hey, you do know that Alphen is really just worried about you, right? He's worried? I mean, that's what it looked like to me. But maybe not. Ну, привет. Так, увеличен максимум ШП. До кого? Шон? Наконец-то. Так, что бы тебе взять? Импульс пылающего лезвия. Восстановление ШП при критических ударов. Да, это, кстати, часто бывает. Здесь. Сила. Увеличение шкалы усиления при нокдауне врагов. Упрощенный переход на сверхсилу. Давай. У вас. Увеличенная шкала усиления, да. Уклонение в воздухе. Пусть сам это делает. It pains me to see that Renan cuisine isn't to your liking. I asked my chefs to prepare only the finest delicacies available. Two wasted opportunities. Why did you set the Danans here free when you took over? But you are mistaken. You see, I may rule single-handedly, but on my own, even I cannot change the order of things. But what is within my power is the welfare of the people. The fostering of a mutual respect among the classes. This I can change. Sounds a lot like the Danans are still oppressed, if you ask me. Only in the sense they continue to serve as laborers, yes. However, I assure you they are fairly compensated for their efforts. This harmony we strive for is the current pinnacle of Renan-Danan coexistence. Harmony and coexistence between the Renans and the Danans. What about the crown contest? This doesn't exactly make you a shoo-in. And yet, the Danans here are even more productive than when they used to face daily lashings. In any case, the crown contest is of little importance to me, and even less to Elda Menencia. You see, I have no interest in becoming sovereign. Stop this! Please! It's over! Stop! How could you? I swear, I'll never forgive you for this! It is not by choice,
that one assumes the throne of a realm. But sovereign is a different matter entirely. I have no interest in playing their game. Are you saying you'll withdraw from the contest? I guess if you don't plan to ascend the throne, there's not much reason to harvest energy from Danans, is there? Let the ambitious fight it out amongst themselves. All I care for is maintaining peace throughout my realm. So what? Your personal desires are all that matter to you? Take a look in the mirror. I may not play their games, but you have outright betrayed your own. You've torn down 2 of my fellow lords. What precisely is your aim? Spare me your answer. I care not for your reasons. Suffice it to say, I will not impede you. That said, should you threaten the peace of my realm, I will respond. I suggest you conclude your business and leave Menancia at your earliest convenience. Kelzelik. Our guests depart. Please see to their lodgings for the night. I shall arrange for rooms for you all at a local inn. It is a short ways down the road. You may stay there for the night, after which I suggest you promptly make your departure. Damn, look at how ritzy this place is. How many rooms do you think it's got? Don't you think you're being a little too relaxed? They could strike at any moment. If they were going to attack us, they would have done it already. Сейчас они ночью пойдут, залезут в шахты и узнают страшную тайну. Ну, чтобы можно было убить его без зазрения совести. So you're the blazing sword of Calaglia now, huh? Come to think of it, I remember Ganabelt calling you that too. Yeah, you're getting to be pretty famous among the lords. Yeah, and that's not a good thing either. What do you mean? That's something you should be proud of, if anything, Alphen. They're scared of you, man. You're a real badass. It's not as simple as that, Law. The more well-known he is, the more people might come after him. No, that's not what I'm worried about. It isn't? When people call me that, it feels like there's something hanging over me that shouldn't be there. It's hard to put into words, but it's something that doesn't feel like a part of me. Something I can't let be a part of me. Or else. Well, I still think it's pretty amazing, but that's just me. Ставлю 10 рублей, что главный герой будет главным злодеем. Ну или... что он совершил какой-то ужасный проступок. И вообще раньше был злодеем или типа того. Да, куда нам, собственно, идти? Остановиться в трактире Висинта. О, сокровищница, пошли грабить. Это же РПГ. Можно зайти в любой дом и унести все, что хочешь. Черт, заперто. Но ничего, я вернусь, когда мы всех тут убьем. И тогда уж будет точно открыто. Ха-ха-ха. Надеюсь, это выход. Не, нам эта охранница поможет. Зал переговоров. Который жопа виляет только так. О, лимон. Она ведь так на нас смотрела. Это чего-то сказать хочет. Этаж 2. Нам точно сюда? Ход на площадь. Да. Где там, сказал, эта гостиница?
Но замок у него, конечно, роскошный. Не скупился он, конечно. Для злодея он слишком смазливый. Хотя... девочкам такие нравятся. А вот Висинт. Родина Даниант. Уже 300 лет они находятся под рабством. Like we have any other choice. We can't go and set up camp outside of town at this hour. Honestly, I'd still take that over staying here. What if they try to kill us in our sleep? I doubt that's the case. His best chance to kill us would have been back at the palace. His true intentions aside, for now, at least we're in his good books. Then we probably shouldn't test his patience. Let's find that inn and check in. Кстати, а зачем этой Шион убивать этих лордов? По ядро их не забрать? Или просто, чтобы претендентов не было? Что-то как-то они не углублялись в эту тему особо. Interesting. All we ever got was a tattered blanket, a rock-hard bed, and well past its prime food. What are you talking about? What we got for our slave labor back in Calaglia. As you can tell, it wasn't much at all. Here, the Danans get the same basic amenities, but the quality is way better than anything we were given. Hell, apparently they even get time off to do what they want. If I'm being honest, I'm not sure how to take all this in. Could it be that things were simply harsher in Calaglia compared to everywhere else? It was the same in Cislodia, too. Our buildings and clothing were equipped to handle the cold, but that was the only difference. Working the floodlights was a form of punishment, so we didn't really get rewarded for anything that we did. Yeah, you could be assigned to fix food or make daily necessities too, but when all was said and done, most of that stuff went to the Renans. There wasn't much in the way of compensation for any of that, so I'd say that Cislodia and Calaglia were both pretty awful. Then Elda really is unusual. To say the least. Hell, I might even go so far as to call it crazy. But the fact remains, Danans aren't free here. Yeah, no matter how happy they look, they're still slaves. I don't even know what to think right now. This is all way too much to deal with. It's giving me a headache. Так. Шахта. Тренировочный зал. Может, сюда? Раз ее на карте нет, значит, она где-то на другой. Но нет и нет. Так. В трактир надо сходить. А, ну да, сюда. Че, точки перемещения нет? О. Висинт. Do you sense one of your friends, Hoodle? Походу, сова где-то на площади. Делай, что мы никогда не найдем. Так, где тут вход должен быть? Я слышу голос, кто-то просит помощи. Прошу прощения, сэр, вы ведь, кажется, не здешний, так? Да, мы не отсюда, что? Прошу прощения за столь неожиданный вопрос, но у вас часом не найдется гранитных клыков? И делают из клыков зогла вепря, а они как раз за городом встречаются. Вам нужны клыки зогла, но зачем? Из них что, оружие делает? О нет, дело совсем не в этом. Видите ли, эти клыки меняют цвет под действием яда. Приборы, выточенные из этих клыков, пользуются спросом во дворце Аутелина. Вот я и надеялся пополнить свои запасы. Что? Кто-то боится, что его отравят?
На Рене строго чтут иерархию. Трудно представить, чтобы кто-то решился отравить аристократа. Да, я тоже никогда о таком не слышал. Однако во дворце есть традиция предлагать эти клыки как диковинку. Я уже и стражников просил помочь, но они, очевидно, заняты более важными делами. А потому, если у вас вдруг есть эти гранитные клыки, я бы взял у вас штуки 4. Конечно, столько у нас найдется. Замечательно, благодарю вас. Теперь мне будет из чего делать новые приборы. Так вы сами создаете приборы? Может, я посмотрю, как это делается, если вы не против, конечно. Я вовсе не против. Заходите, как выдастся свободная минутка. Было бы совсем чудесно, если бы вы могли сделать из парочки клыков Ору Алфен. Не слушайте меня, и кажется, нам пора. Хорошо, еще раз благодарю за вашу щедрость. ОН. Что за ОН? А, очки набора, наверное, это все. Вот эти зеленые. А, вот он вход. So that was Lord Doleem, huh? He sure is something. Definitely not like the other lords we've met up until now. At first, he sounded like just some snobby royal, but he immediately shut down Shion's surprise attack. He's tougher than he looks. Definitely. After all, he's a lord for a reason. The food was pretty damn good, too. Why are you two complimenting him? You just said it yourself, Alpin. He's a Renan lord. Yeah, but he didn't act hostile towards us. You're reading him wrong. He's acting indifferent. He's attempting to keep some distance between himself and everyone else. It's obvious. What are we going to do then? Vисint seems to be legit peaceful. Are we just gonna do as he says and leave things be? I'm not entirely sure. For now, I think it would be best for us to rest at the inn and think about our options. О. А, кузнец. Так, что у вас есть, господин Огнекоготь? Вау. Наручи титана. Еще неизвестно, найду их или нет. А это оружие можно сейчас одеть. Оно не шибко-то круче-то, в общем-то. Вот. Так, продать, да. Так, не нужно оружие. Кстати, а же где-то можно было изготовить броню. Может, у соседа? А, оружейник, коллекционер оружия. И изготовил 10 оружий. За это дает. Максимум ШП увеличено. А, тут есть что прокачать. Так, изучить аксессуары. Знак выдержки сопротивления, скорость передвижения побега. Ну, блин. Тут всегда скупой платит дважды, что тут поделать. О, вот это может одеть. ОЗ плюс 15%. Урон от воды, урон от света. Сопротивление отравлению. Звучит круто. Там просто, видимо, процессор очень слабый. Он поэтому столько и стоил. Так, камень, антидот. Толка от экрана, если ничего запустить не может. Типа того. Ну и, блин, я даже не знаю, что с ним делать теперь. Продать? Да кому нужен?
А чё ты это, обзоры не посмотрел перед тем, как заказывать? Это ж первое дело. Перед тем, как купить технику, надо посмотреть, что они про нее пишут. Желательно они отзывы людей. То хотя отзывы тоже бывают норм. Так, купить. Флакон счастья. Вау, вот это название. Зелень неукротимого веселья. Если его выпить, приносит удачу, увеличивает шкалу бонуса серии ударов. Вау. Как круто. Кстати, а чё у меня яблочного желе так мало? Вот это его слить успел. А, ну вот и, кстати, броня. 272. Все, шмотки приодели. Можно и спать. Welcome, fair travelers. Lord Dohalim's retainer told us to expect you. It is an honor for you to stay with us. Please, make yourselves comfortable. This is better than I expected. Hmm? The room. It's nice. Huh? Oh, yeah. It is pretty nice. You okay, La? You're a million miles away. Nah, it's weird. I felt strange ever since we arrived here. Can't seem to shake it. Maybe it's something about this place. You're just tired. I'm feeling pretty sluggish myself. You too? Seriously, you two? A word to the wise, our work here is far from over. Get yourselves together. Sorry, but I need to call it a day. Let's meet back here tomorrow morning and see where things go from there. Sound good? Sure, but keep an eye out for anything strange, okay? We still don't know how safe this place really is. Are you two feeling any better? Yeah, a good night's sleep seems to have done the trick. I wonder why we felt so out of it. You think it might have been because of all the food we ate? You don't think they slipped something into our food, do you? That must be it. If they were making an attempt on our lives, we'd know it by now. Though, on the other hand, they could be warning us off. Come to think of it, you didn't eat anything at the meal, Rinwell. Aren't you starving? Oh, I made myself something later. You missed out. That was some mighty fancy grub they served yesterday. What? And give the enemy a chance to poison me too? Are you crazy? What's the big deal? Shion ate it too, remember? And we both tried the same stuff. Well, maybe they laced it with poison that's only harmful to Danins, hmm? That's enough, Rinwell. A cat? Where'd it come from? There's something on its collar. Hold on a sec. I think it's trying to lead us somewhere. I'm gonna follow it. Hey! Where do you think you're going? Do you sense one of your friends, Hoodle? Не, ну понятно, что хрен обзор найдешь, я не спорю, но отзывы там все равно же обычно есть от людей. Ну как бы там все равно есть хорошие, есть плохие. Как-то все прочитаешь, обычно понятно, что там, что. Ну, блин, если отзывов нету, тогда, может, не стоит его брать вообще. Как бы глупо искать виновного теперь. Что было, то не вернешь. Stay close. We're gonna lose it. What's gotten into you, Law? This might be the lead we've been waiting for. Seriously? Yeah. Some people train animals to act as messengers. They don't attract attention, see? And you think that someone might be using that cat? To reach out and send us a message or something? I could be wrong, but it's possible. I'm impressed. I would never have thought of that. I should know. We used to use them in Cyslodia. She's so adorable. You say something?
Я, кстати, на Алиэкспрессе стараюсь технику не заказывать. Что там всегда кот в мешке. Качество не очень. Ну как? Смотря кому. Себе стараюсь там не брать. Where do you think it's trying to lead us? Who knows? We should hurry. We don't want to lose it. Whoever came up with this is pretty damn Ну, это же та зона, куда меня не пустили. clever. Yeah, it just looks like an ordinary cute cat. Самая обыкновенная кошка. So, that black cat, do you think it works for someone? I'm sure it does. It wouldn't try to lead us around like that if somebody didn't train it to. I wouldn't know. I've never had one myself. If I did, it'd probably try to eat poor Hoodle. I wonder who they are, though. I doubt this is Dohalim's work. Yeah, he has no reason to do this. Although we can't rule out that it might be one of his lackeys either. You think one of his subordinates is up to something? That Dohalim guy is a pretty unusual character for a Renan, let alone for a lord. It's hard for me to imagine that they all agree with what he's doing. Maybe one of them plucked up the courage to go rogue. Well, let's head further in. I'd like to figure out at least one of the mysteries of this place.